Привет, друзья! Если вы смотрите это видео, значит хотите научиться играть на фортепиано. И сегодня я расскажу, что для этого нужно сделать в первую очередь. Поехали! Прежде чем играть на фортепиано или бежать в магазин в поисках своего идеального инструмента, вы должны освоить одну очень простую, но важную вещь. Это последовательности нот. В каком порядке каждый из нас привык их слышать? До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Уверена, что именно в таком варианте вы все их хорошо знаете. А давайте попробуем произнести ноты в обратном направлении, то есть сверху вниз. Не получилось? Оказалось бы, такое легкое задание. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Друзья, вспоминайте, как вы обучались счету. Сначала вас просили посчитать от 1 до 10. А затем, когда вы хорошо освоили именно порядок цифр в этой последовательности, вас просили считать в обратном направлении. То есть 10, 9, 8, 7, 6 и так далее. Для чего? Для того, чтобы вы молниеносно ориентировались именно в порядке цифр в этой последовательности. Так вот, с нотами происходит абсолютно то же самое. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Это и есть наша первая последовательность, которую мы вместе с вами должны освоить. На самом деле 99% людей не могут назвать ноты в обратном направлении с первого раза. И это абсолютно нормально. Вы не получали этого знания, соответственно, у вас не приобретен этот навык. Но запомнить ноты в разных вариантах, а самое главное, довести это знание до автоматизма очень важно. И сейчас я об этом вам не только расскажу, но самое главное и покажу. Итак, небольшой отрывок из известного произведения нашего русского композитора Петра Ильича Чайковского «Балет «Щелкунчик». Легкое переложение. Слышно, что у нас есть две последовательности, в которых мелодия движется сверху вниз, а самое главное, ноты идут подряд. Давайте вспомним первую из них. Специально сейчас играла одной рукой, чтобы вы увидели, что мелодия движется сверху вниз, ноты идут подряд, и как раз тот случай, когда мы играем от нотки до. Вспоминайте, о чем мы сейчас говорили выше. Наш первый вариант, который мы должны были запомнить: до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Что происходит? Когда вы начнете самостоятельно играть на инструменте, вы без труда прочитаете эти ноты в тексте. Соответственно, для этого вам понадобится: первое – увидеть визуально схему, в которой мелодия движется сверху вниз. И второй момент – вам нужно вычислить всего лишь две ноты этой длинной цепочки. Первую, с которой вы будете начинать, и, естественно, последнюю, на которой вы закончите. Тем самым вы ускоряете процесс именно чтения нот и делаете это значительно быстрее. Россыпь отдельных нот превращается в структурированную последовательность, которую, конечно же, легче читать. Но мы говорили о том, что последовательностей у нас две. Давайте вспомним вторую схему. Вторая схема была от другой ноты. Еще разочек вам ее сыграю, и зрительно вы посмотрите. Ключевое от другой ноты. И когда вы освоили последовательность нот от ноты до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до, я порекомендую вам, как и всем своим ученикам, то же самое сделать и остальных нот. Сдвигайтесь на одну нотку вверх и начинаете ноты произносить от ноты ре. Ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре, до, си, ля, соль, фа, ми, ре. Получилось? Пошли дальше. От ми, фа, соль, ля и от нотки си. На самом деле это знание поможет вам в дальнейшем. Во-первых, вы будете молниеносно ориентироваться на клавиатуре на своем инструменте. И самое главное, в нотном тексте вы будете значительно быстрее читать. Это как с чтением, скорочтение. Понимаю, что наверняка для многих из вас сейчас это звучит сложно, но на деле все значительно проще. Вам понадобится пара-тройка дней и немного вашего терпения, и все обязательно получится. Вспоминайте, когда-то вы освоили 33 буквы алфавита для того, чтобы научиться читать.
Нот у нас с вами в 3 раза меньше. Тем более эти последовательности вы можете изучать где угодно. И самое главное, для этого вам не нужен инструмент. Едете на автомобиле в пробке? Классно, называйте последовательности. Любите тренажерный зал? Подключайте там последовательности. Петь любите? Отлично, душ. Вообще очень круто, когда едете в метро. Вас отвлекает. Идете по эскалатору вверх, соответственно, последовательности называем снизу вверх. Спускаетесь по эскалатору вниз. Нотки в обратном порядке. Что происходит? Вы совершаете 2 действия одновременно. То есть мозговой штурм плюс физическая работа. И это позволяет усилить эффект запоминания. Ну а если вы хотите молниеносно ориентироваться не только на клавиатуре, но самое главное в нотном тексте, я рекомендую вам нотки называть через одну, но только после того, когда вы безошибочно называете их подряд, вверх-вниз. Что такое через одну? Вспоминайте, как мы взаимодействовали с цифрами. Нас просили назвать цифры только, например, по нечетным, то есть 1, 3, 5, 7, 9. То же самое с нотами, только здесь есть один очень важный момент. Вы должны начинать и заканчивать на одноименной ноте. Что это значит? То есть если вы начинаете последовательность называть от ноты до, обязательно заканчивайте тоже на ноте до. Давайте я вам продемонстрирую. До, ми, соль, си, ре, фа, ля, до. И, допустим, вниз возьмем любую другую нотку. Например, ноту ми. Ми, до, ля, фа, ре, си, соль, ми. Конечно, мое знание этих последовательностей доведено до автоматизма, но я рекомендую вам сделать то же самое. И для своих отличников я всегда говорю: освоил подряд, освоил через одну, попробуй сделать через 2. И наверняка у вас это получится значительно быстрее. Вы уже наработали до этого момента определенный навык. Через 2 нотки давайте попробуем от ноты до. До, фа, си, ми, ля, ре, соль, до. Заметили, да? Я начала с нотки до, закончила на ноте до. Поверьте, что вот это знание через одну, через 2, оно тоже очень вам пригодится. Сейчас еще исполню одно произведение, только уже современное, Людовико Эйнауди. Пьеса называется «Уна Матина». Думаю, все вы смотрели замечательное, на мой взгляд, кино «1+1». И там как раз звучит эта пьеса. Так вот, сейчас вы увидите и визуально на клавиатуре, что знание мне пригождается где через 2, где через 1. И самое главное, будет схема нот, в которой будет видно, где пригождается вам знание последовательности. Я вообще всегда ученику говорю, когда ты выполняешь какое-либо упражнение, не обязательно это, ты должен понимать, для чего ты это делаешь и где тебе это пригодится. То есть практически, где вам пригодится ваше знание. Итак, маленький эпизод сейчас послушаем, а затем разберем. Ну, в общем, этого достаточно. Смотрите, сейчас вы должны увидеть на инструменте, что происходит. Отчетливо видно, когда я играю на инструменте Уна Матину, где ноты через 2. Мы здесь пропускаем 2 ноты и играем 4 раза одно и то же. 1, 2, 3, 4. На 5-й раз у нас пропускаем 3 нотки. Опять пропускаем 2. Теперь ноты подряд в левой руке, а в правой через 1. Еще раз смотрите. 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, подряд через 1. Схематично все видно. Так вот, вы сами видите, насколько важны эти последовательности. Более того, видно на схеме, где четко ноты через 1 и где четко ноты через 2. Что такое через 1? Например, у вас линеечки. Если нотки идут подряд на линеечках, это через 1 на инструменте. Если нотки идут между линеечек, но тоже подряд, вверх или вниз, неважно, это тоже через 1 на инструменте. Более того, британскими учеными уже давно доказана эффективность изучения
изучения подобного рода последовательностей. Приобретая для себя новые навыки, вы, соответственно, формируете новые нейронные связи. И это делает ваш мозг подвижней. Более того, это отличный тренажер логического мышления. Вообще заниматься музыкой – это же не только эстетически приятно. Вы все время тренируете свой мозг и получаете приятные дополнительные бонусы для своего развития. Потому что нам важна не только физическая активность, чтобы быть красивыми и быть в форме, то есть активность для наших мышц. Нам нужна активность и для нашего ума, потому что мозг работает по принципу мышц. Даете нагрузку – развивается, не даете – атрофируется. Поэтому именно чтение сложной литературы, изучение иностранных языков, а также, конечно, обучение игре на любом музыкальном инструменте максимально активизирует работу вашего головного мозга. Поэтому обязательно узнавайте новое, обучайтесь и, главное, получайте от всех этих процессов удовольствие. Итак, сегодня мы узнали о новых вариантах последовательностей нот и выяснили важность изучения их на первом этапе. Более того, оказалось, что это намного проще, чем многим из вас виделось в начале нашего видео. И если вам понравилось наше видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить много интересного. Ну а если у вас возникли вопросы или есть пожелания, оставляйте их в комментариях, и я всем отвечу. С вами была Евгения Торжкова. До новых встреч!